Это мой ленивый метод анализа ниши с высоты птичьего полета. Используя его, вы можете проанализировать любую нишу на Amazon, увидев, сколько денег в данной нише, какие конкуренты продают лучше всего, и сможете узнать даже ваш market share, если вы уже продаете. Инструмент называется Markets от Helium 10. Для того, чтобы им воспользоваться, переходите по ссылке в описании и забирайте пожизненную скидку на Helium 10. А пока давайте я покажу, как создать первый маркет. С вами Андрей Головнев. Погнали! Мы находимся в Helium 10 и сейчас мы открываем вкладочку Markets. Для этого нажмем на вкладку Tools. И в аналитике мы перейдем в Market Tracker. После того, когда мы попали сюда, мы нажимаем на кнопку Create New Market. Создавая новый маркет, нам первое, что нужно сделать, это прописать Market Name. Я рекомендую просто указывать имя продукта. Для примера мы возьмем Walking Pet Treadmill. Дальше нам нужно выбрать Marketplace. Мы видим здесь куча разных маркетплейсов. Я буду оставлять Amazon. И сейчас мы прописываем кейворды. Минимум 1 кейворд и максимум 5 кейвордов. Здесь на самом деле достаточно прописать 1-2 главных кейворда по вашей нише, этого будет достаточно. И последнее, у нас есть возможность добавить осины, и осины мы можем добавить как сейчас, так и добавить их позже. Я буду делать это позже, и сейчас мы нажимаем Create Market. Отлично, наш маркет создан, и сейчас, нажав на наш маркет, мы попадаем вот на такое меню. Сейчас мы видим, что у нас здесь 0 market volume, мы видим, какой market share в процентах и в долларах, но мы можем увидеть, наш keyword имеет порядка 213 тысяч запросов, и ниже у нас есть 25 продуктов. То есть сейчас они находятся в Pending Suggestions. Нажав на них, они у нас открываются, вот они все. И наша задача сейчас это отобрать те продукты, которые нам подходят, которые нам релевантны. В зависимости от того, какую нишу вы выберете, а у вас может быть сборная солянка, у вас могут быть продукты, которые будут не релевантны тому продукту, который вы запускаете. В таком случае вы эти продукты не добавляете в маркет. Так как я, пролистав, вижу, что в принципе все продукты нам подходят, я нажимаю сюда Product Information и я отметил 20 продуктов. Да? Сейчас мы видим, что Page Limit у нас 20, можно, кстати, сделать вот так вот, сделать 50. Сейчас у нас 50 продуктов на страничке, мы в принципе видим, что все они нам подходят. Можно индивидуально нажимать на кнопку Track, и тогда продукт сразу же начинает трекаться, и мы сразу же видим, как меняется Market Volume и так далее. Но так как все продукты нам подходят, для того, чтобы не нажимать на каждый вручную, я нажму сюда Product Information и нажму на все Track. Точно так же, если какой-то продукт нам не подходит, то мы можем отметить те продукты, которые нам не подходят, нажать Ignore. Окей, мы нажимаем Track, нажимаем Да, подтверждаем, что мы хотим затрекать все эти продукты. Done, Success, отлично. Сейчас что мы видим? Мы видим, как изменился маркет. И сейчас на данный момент маркет составляет 14 миллионов 606 тысяч. Лично мы в нашей компании каждый раз, когда мы начинаем анализировать любой новый продукт, мы начинаем сразу же с создания маркета. Потому что чем раньше вы создадите маркет, тем больше даты у вас будет. В данном случае мы можем увидеть, что вот сегодняшнее число, и мы видим сегодняшний маркет. Но когда пройдет месяц, пройдет 2 месяца, у нас появится здесь графа, и мы будем видеть, маркет идет, например, наверх, либо он идет вниз, либо он стабильный. И это очень-очень классная вещь, которая позволяет видеть, как меняется тренд, приходит ли больше денег в нишу или наоборот, денег в нише становится меньше. Проскроллив вниз, здесь мы видим, что сейчас у нас ничего нету, и нажав сюда, мы можем поменять фильтр. Мы можем нажать Show All Products, и все продукты, которые сейчас мы трекаем, мы видим их здесь. Здесь что очень круто, это то, что мы можем нажать, например, на Estimated Sales, и мы можем отсортировать от самых больших до самых меньших. Также сделать можно по revenue, можно сделать по прайсу, по рейтингу, по ревьюшкам и так далее. Просто достаточно нажать сюда, и мы можем увидеть, что самое большое количество отзывов у нас 4000 отзывов. Нажав сюда, мы можем увидеть, как отзывы менялись в течение, например, всего времени, в течение 30-90 дней и так далее. То же самое можно сделать с Estimated Sales, то же самое с BSR. Как менялся BSR за 24 часа, за 7 дней, за 30 дней, за 90 дней и за все время. С этим, в принципе, все понятно. Другие графы вы тоже сможете посмотреть. Fulfillment, Number of Sellers, Sales Share. Вот это вот интересно. Здесь на Sales Share мы можем увидеть, какой маркет находится у того либо иного селлера. И нажав снова на него, мы можем отсортировать и увидеть, что самый большой селлер имеет 29% market share. Если какой-то из этих продуктов ваш, то все, что вам нужно сделать, вам достаточно нажать вот на эту галочку This is my product,
И нажав на нее, мы можем увидеть, что у нас обновился market share. И сейчас мы четко видим, какой процент market share у нас есть в данной нише. И не только процент, но также и денежный эквивалент. Отмечу, что с market share, чем раньше вы создаете свой маркет и добавляете свой продукт, тем вы сможете получать больше дат, и вы сможете видеть, как ваш market share менялся в течение времени. Например, те продукты, которые мы продаем постоянно, мы всегда держим на них маркеты, и мы можем видеть в течение времени, мы можем смотреть за последние полгода, за год, за полтора, за 2 года, как менялся наш market share. Он рос, либо он падал, либо он оставался таким же. И это все можно сделать, создав маркет как можно быстрее. Также здесь мы можем посмотреть, у нас есть tracked products, это то, что мы трекаем, ignore products, здесь будут продукты, которые мы проигнорировали, которые нам, например, не подошли, поэтому не переживайте, если вы какой-то продукт заигнорите, и потом вы решите, ой, мне бы этот продукт лучше добавить, вы всегда можете перейти в ignored products, выбрать этот продукт, отметить его и нажать track. Также можно нажать my products, здесь мы сможем увидеть наши продукты. Опять же, если у вас, например, в этой нише не один, а несколько продуктов, то вы на эти несколько продуктов ставите галочку this is my product. Еще очень интересный лайфхак, которым я могу поделиться, это если, например, есть какой-то один селлер, у которого несколько листингов, мы можем отметить этого селлера, его все листинги, отметить как this is my product, и мы можем посмотреть, какой market share именно у этого селлера, например, с его 3 либо 5 листингами. То есть, несмотря на то, что у него их несколько, мы все равно можем отметить эти несколько продуктов и понимать, окей, у него, например, тот или иной market share. Также, что я хочу еще отметить, каждый день Helium будет автоматически находить продукты и добавлять их вам в Product Suggestions. То есть, перейдя сюда во вкладочку Product Suggestions, в настоящий момент у нас ничего нету, потому что мы только что их все отсюда добавили, но каждый день Helium будет добавлять сюда продукты. Возможно, в какой-то день это будет 1 продукт, возможно, через неделю это будет 20 продуктов. Поэтому вы сможете возвращаться, открывать Product Suggestions и выбирать продукты, которые вам подходят, либо эти продукты игнорировать, если они вам не подходят. Я рекомендую всегда держать эту вкладку чистой и хотя бы раз в неделю чистить Product Suggestions, добавлять все, что вам релевантно, и игнорировать все, что нерелевантно. Но предположим, что вы захотели добавить какой-то async, которого здесь нету. Вернемся в наши маркеты, мы нажмем Edit Asyncs, нажмем сюда на эту клавишу, и сейчас здесь мы через запятую можем добавить асины, которые нам необходимы, после чего просто нажать Track. То есть таким образом, даже если Helium автоматически не находит какие-то определенные продукты, либо вы, например, создали маркет, прошло несколько месяцев, вы запустили свой продукт и у вас появился ваш асин, вы можете открыть эту вкладочку, прописать ваш асин, нажать трек, и все, ваш асин теперь тоже трекается. Еще один крутой лайфхак, как можно экономить время и деньги при запуске бизнеса на Amazon, это использовать силу нейросетей. И в этом видео я делюсь 4 способами, как использовать искусственный интеллект в вашем бизнесе. Кликайте на видео и увидимся там. Ребят, вам зашел контент? Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны.